Всем привет! Идея этого ролика сделать очень нелогичный трешовый нож на 1 апреля. Я немного отойду от тематики изготовления ножей и покажу технологии создания бутафорского реквизита. Первым делом я начал прорабатывать эскизы. Нож должен быть трешовым. Не знаю, есть ли такая форма клинка, но пусть это будет молниеобразный Боуи. Форма очень нелогичная с точки зрения пользования, но выглядит забавно. Рукоять решил сделать наподобие кастета для более устрашающего вида. Внутри гарды будет находиться большой кристалл, а навершие рукояти будет в виде головы байкера, чтобы было уж совсем странно. Эскиз подробно проработал в натуральную величину, начну с основы ножа. Для нее взял 5-мм монолитный поликарбонат. Внешне похож на оргстекло, но в разы прочнее, и его даже используют в витринах для ювелирных изделий, так как он очень стойкий к ударам. При помощи кальки переношу контуры и дополнительно обвожу их маркером, чтобы не потерять. Ножовкой грубо выпиливаю форму. Сверлю отверстие под пальцы и в гарде под кристалл. Форма сложная, поэтому большую часть вытачиваю вручную. При помощи наждачки и сверла выравниваю радиусы и наживляю утолщение в области гарды. Контуры примерно готовы, могу переходить к спускам на клинке. Размечаю и, выставив угол в 7 градусов, стачиваю на ленте, ориентируясь на линию. Материал прозрачный, и через него видно, сколько еще осталось. Один спуск готов, теперь по форме ступенек стачиваю все остальные. Спуски готовы, заостряю шипы на кастете. Теперь вручную выравниваю спуски и обрабатываю края. Обратную сторону клинка затачиваю наподобие Боуи. Гарду делаю слегка граненой, скругляю отверстия под пальцы и все выглаживаю, подготавливаю к грунтовке. Для этого взял серый грунт в виде спрея и решил сперва обработать места соединений клинка с гардой, потому что, собрав их, будет трудно вышкурить. После высыхания обрабатываю тысячной наждачкой и сажаю на клей. Отверстия нужны для точного позиционирования гарды. Дополнительно обрабатываю, чтобы скрыть шов, и грунтую уже весь нож. Все выглаживаю и подготавливаю к росписи. Но сперва сделаю навершие в виде головы и кристалл. Их буду отливать из эпоксидной смолы. Модели леплю из пластилина. Это будет шипастой основой, а это головой. В процессе лепки я решил сделать форму более геометричной, чтобы она лучше сочеталась с общим стилем ножа. Модели лучше сразу выгладить по максимуму, чтобы потом получить практически готовые изделия. Для отливки сделал картонные коробочки. Внутри обклеил скотчем, чтобы к ним не приставал силикон. С внешних сторон тоже все замотал для герметичности. Прикрепил модели на дно коробок и обработал вазелином, чтобы они легче вынимались. Модели готовы к заливке. Заливать буду двухкомпонентной силиконовой резиной для создания форм. Пропорции компонентов 50 к 1, их высчитываю при помощи электронных весов. Перед добавлением второй компонент рекомендуется встряхнуть для лучшего схватывания. Тщательно перемешиваю и начинаю заливать от угла, чтобы силикон обволакивал модель и не образовывал пузырей на ее поверхности. Застывает силикон не быстро, поэтому большая часть пузырей успевает выйти.
Оставляю на сутки и на следующий день проверяю. Резина затвердела, коробочки отделяются без сложностей. Модели тоже хорошо вынимаются. Кристалл вынуть через получившийся литник сложно, поэтому делаю небольшой надрез. Формы получились аккуратными и без пузырей, хотя я это делал в первый раз. Теперь заливка. Для заливки использую прозрачную эпоксидную смолу с соотношением 2:1. Для эксперимента решил добавить алюминиевые пудры и для тона добавил специальный черный краситель. Тщательно перемешиваю, переливаю в другой стаканчик и еще раз перемешиваю для лучшей однородности. Приготовленную эпоксидку заливаю в форму. Чтобы не перерасходовать эпоксидку, я измерил вес формы просто и с водой, и к получившейся разнице добавил еще 5 грамм. Запас на остатки, которые останутся на стенках стаканчиков. Для кристалла при помощи специальных красителей намешал 2 цвета и немного смешал, чтобы получить эффект неоднородности. Но я допустил ошибку, и когда достал модели, увидел, что они покрыты пузырями. Если на голове это не очень заметно, то на кристалле это выглядит так себе. Дело в том, что после смешивания надо было немного подождать, когда большая часть пузырей выйдет наружу, и уже после этого заливать. Но формы многоразовые, поэтому я просто отлил еще один кристалл, на этот раз синего цвета. В нем тоже сделал небольшой эффект неоднородности. При помощи гриндера убираю литник и правлю грани. В конце выглаживаю мелкой наждачкой и протираю тонким слоем эпоксидки. Кристалл готов. Для накладок решил использовать натуральное дерево, чтобы добавить эффект реализма в нож. Намечаю контуры и на гриндере стачиваю все лишнее. Накладки представляют собой застилизованные позвонки. Формирую углубления для пальцев и дорабатываю вручную. Прокрываю масляной краской для эффекта старины и стираю излишки. Перехожу к росписи ножа. Взял старые баллончики, отобрал из них те, что еще живы, и из них выбрал цветовую гамму, в которую буду красить нож. Форма ножа готова, но перед росписью я решил покрасить ее в черный цвет. Оставляю сушиться. Расписывать решил при помощи техники аквапринт. На воду наносит краску, она расползается по поверхности воды, образуя хаотичный узор. Туда погружается предмет и покрывается этой краской. К сожалению, эффект получился ужасный. Не такой, как я предполагал. Но это можно попробовать исправить при помощи росписи. Затемняю углубление. Рукоять решил оставить бронзой, а клинок расписать под ржавый металл. Навершие покрасил золотом и тоже прохожу тени. Сажаю на рукоять и креплю накладки на циакриновый клей. Нож собран, остается только все подписать, сделать мелкие дефекты, царапинки и придать ему большей натуралистичности. Поставил кристалл. Клинок выглядит очень даже брутально. Выглядит не вполне натуралистично, но сойдет для ножа из какого-нибудь фэнтези или видеоигры. Стиль мне напоминает смесь heavy metal и фэнтези из 80-х. Кристалл в гарде свободно крутится. Это, конечно, бессмысленно, но выглядит интересно и может использоваться как антистресс-игрушка. Теперь остается выставить освещение и сделать несколько фоток для соцсетей. В описании напишу что-нибудь наподобие: я пересмотрел свой подход к дизайну ножей, решил разнообразить модельный ряд. Очень интересно, как отнесутся к этому мои подписчики, учитывая, что я люблю минимализм в дизайне. Надеюсь, они поймут, что это все первоапрельский розыгрыш и не станут отписываться. Недавно сделал группу ВКонтакте, там буду публиковать новости и выкладывать ножи на продажу. Ссылка в описании и комментариях.
Пишите, как вам такой несерьезный формат видео, следующий по планам новая модель ножа. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики.